Глава 1. Деревня запертых дверей. В деревне Осиповка никто не запирал двери. Это была старая полузаброшенная деревушка, затерянная среди глухих вологодских лесов. Здесь все знали друг друга до третьего колена. Кто сколько пьет, у кого корова отделилась, то у кого прошлой весной мешок картошки одолжил и забыл вернуть. Летом деревня немного оживала за счет дачников и залетных внуков, но к осени снова погружалась в сонное, тягучее оцепенение. Страха перед чужими здесь не знали, чужие сюда просто не добирались, кроме одного дома, крайнего, у самого леса. Этот дом стоял особняком на отшибе, уныло глядя почерневшими от сырости бревенчатыми стенами на подступающие вплотную вековые сосны. Там жила бабка Маня, и каждую ночь она закрывала тяжелую дубовую дверь на 3 массивных засова, тщательно завешивала все зеркала плотными темными тряпками и долго, истово читала молитву перед сном, стоя на коленях перед тусклыми, закопченными иконами в красном углу. Соседи смеялись, стоило бабке Мане показаться на пыльной деревенской улице с поддойником или корзиной, как вслед ей летел недобрый шепот. Говорили, старая совсем из ума выжила, тронулась умом на старости лет. Кто-то шутил, что она прячет в подполье золото раскулаченных предков, а кто-то просто крутил пальцем у виска. Но бабка Маня знала то, чего не знали они, и знание это тяжелым камнем лежало на ее сгорбленных плечах. «Она ходит по ночам», — шептала старуха своему внуку Сереже, который приезжал к ней на лето из душного пыльного города. Они сидели на скрипучей кухне, освещенной лишь тусклой керосиновой лампой. Бабка почему-то не доверяла электричеству по вечерам, утверждая, что его резкий свет только привлекает ненужное внимание из темноты. На улице сгущались сумерки, и сосны за окном казались огромными тягучими к небу костлявыми пальцами. «Ты слышишь, Сережа?» Старуха цеплялась своими сухими, дрожащими пальцами за его рукав, заглядывая в глаза с такой отчаянной мольбой, что мальчику становилось не по себе. «Никогда не выходи на улицу после полуночи. Запрись. Если услышишь, что ставня скрипит или ветка по стеклу скребется, не смотри. В одеяло завернись, уши заткни, но не гляди в окно». Сереже было 12, он был типичным городским подростком. Джинсы, вечно растрепанная челка, легкий цинизм и абсолютная уверенность в том, что мир устроен просто и понятно. Он не верил в бабкины сказки про леших, домовых и ночных ходоков. Для него все эти страхи были лишь проявлением старческой деменции и одиночества. Он кивал, соглашался, чтобы не расстраивать старуху, но в душе лишь досадовал на то, что ему приходится проводить каникулы в этой глуши, где даже мобильная связь ловила только на вершине старой водонапорной башни. На 3-ю ночь его терпение лопнуло. В комнате было невыносимо душно, пахло сушеными травами, пылью и старыми книгами. Из угла доносилось монотонное, раздражающее тиканье ходяков. Сережа долго ворочался сбоку на бок, вслушиваясь в тяжелое, прерывистое дыхание спящей в соседней комнате бабушки. Наконец он принял решение. Выждал, пока часы пробьют полночь, он бесшумно поднялся с кровати. Сердце колотилось в груди, подгоняемое адреналином мелкого бунтарства.
Он аккуратно, стараясь не скрипеть, приоткрыл створку окна, вылез на прохладную траву палисадника и тихо прикрыл раму обратно. Свобода! Ночной воздух встретил его запахом речной тины, скошенной травы и хвои. Сережа накинул ветровку и быстрым шагом направился в сторону реки. Глава 2. Ночные гости на мостках. Там на старых, полусгнивших деревянных мостках, уходивших в темную, парящую туманом воду, сидели его новые деревенские друзья – Пашка и Ленка. Пашка был местным заводилой, дерзким 14-летним парнем в растянутой олимпийке, который уже вовсю пробовал курить и считал себя абсолютно взрослым. Ленка, его сверстница, с озорными веснушками и тонкими косичками, сидела рядом, сжал под себя ноги. Они пили дешевый, приторно-сладкий портвейн, купленный у местной продавщицы в сельпо, обход всех законов, и громко, беззаботно смеялись над глупой старухой Маней, чьи чудачества были главной темой для обсуждения в Осиповке. «О, городской пришел!» — крикнул Пашка, заметив Сережу. «А мы думали, тебя бабка в сундук заперла и молитвами обложила. Садись, глотни, малеха!» Сережа присел на край мостков. Вода в реке оказалась абсолютно черной, жидким дегтем, в котором дрожали отражения далеких звезд. «А чего она боится-то так?» — спросил Пашка, делая очередной глоток из горлышка бутылки и передавая ее Ленке. «Мой батя говорит, у нее просто крыша потекла после того, как дед помер. Говорит, баба какая-то ходит по ночам». Сережа пожал плечами, стараясь казаться равнодушным. Длинными руками, в белом, якобы заглядывает в окна и ждет, когда кто-то выйдет. Ленка звонко захихикала, прикрывая рот ладошкой. «Может, это любовник ее, дед Пахом? Он тоже иногда в белом ходит. С подним по деревне рассекает, особенно когда самогона перепьет и чертей гонять начинает». Все трое дружно расхохотались. Эхо из смеха раскатилось над сонной рекой, ударилось о стену противоположного леса и вернулось назад к каким-то искаженным, глухим отзвукам. А потом Ленка замолчала первой. Смех застрял у нее в горле. Она застыла, уставившись в одну точку, и бутылка портвейна едва не выскользнула из ее пальцев. «Ребят!» – тихо позвала она. «Чего тебе?» – недовольно буркнул Пашка. «Смотрите туда!» Ленка медленно подняла руку, указывая на другой берег реки. Там среди черных, часто стоящих стволов сосен, на самой кромке воды стояла фигура. Высокая, очень высокая, много выше обычного человека, 2,2 метра, а то и больше. Она стояла абсолютно неподвижно, сливаясь с темнотой деревьев, словно сухой, искривленный ствол старой сосны. «Там кто-то есть?» Голос Ленки заметно дрожал. Вся ее былая веселость мгновенно испарилась. Пашка прищурился, вглядываясь в предрассветный туман, стелющийся над водой. «Да нет там никого. Дерево корявое или куст. Чего ты дрейфишь-то?» Но стоило ему произнести эти слова, как фигура исчезла, просто растворилась в воздухе, словно ее там никогда и не было. «Показалось!» — с облегчением выдохнула Ленка, прижимая ладонь к груди. «Ух, ну и жуть! Точно показалось!» Сережа промолчал, но именно в этот момент он почувствовал, как по его спине пробежал резкий колючий холод. Это был странный холод,
не от прохладного ночного ветра. Ветра как раз вообще не было. Ветки деревьев замерли, словно вырезанные из картона. Холод шел откуда-то изнутри, из самой глубины его сущности. Будто кто-то провел ледяным шершавым пальцем вдоль его позвоночника. «Надо идти», — глухо сказал Сережа, поднимаясь на ноги. Желание сидеть у реки у него пропало окончательно. «Ты как бабка твоя стал», — фыркнул Пашка, пытаясь вернуть себе статус смельчака. «Трусишь, городской. Мы еще даже половину бутылки не допили». Сережа не ответил. Он развернулся и уже начал аккуратно слезать с мостков на берег. Как вдруг Ленка вскрикнула. Громко, пронзительно, сорвавшись на ультразвук. «Она здесь! Она на нашем берегу!» Глава 3. Встреча у Тропии. Пашка резко обернулся. Сережа замер на месте, боясь поднять глаза. Фигура стояла всего в 20 метров от них, прямо на залитой бледным лунным светом поляне, перегораживая единственную узкую тропинку, которая вела от реки обратно к деревне. В этот раз рассмотреть ее не составляло труда, и Сережа мгновенно пожалел о том, что вообще открыл глаза. Перед ним стояло существо. У него было лицо, но абсолютно не человеческое. Слишком бледное, мертвенно-белое, словно кусок мела. И пугающе гладкое. На нем не было ни бровей, ни ресниц, ни единой родинки или морщинки. Оно напоминало лицо дешевой фарфоровой куклы или маску, которую неумелый мастер грубо слепил из сырой серой глины, наспех обозначив черты и забыл проработать детали. Вместо глаз у этого существа были глубокие темные впадины, в которых не отражался лунный свет. Но страшнее всего были ее руки. Они были неестественно длинными, непропорциональными телу. Тонкие конечности свисали почти до самой земли, оканчиваясь сухими костлявыми пальцами. Эти пальцы, казалось, жили своей собственной жизнью. Они медленно шевелились, скребя воздух, и были гораздо тоньше человеческих, как сухие сосновые ветки. «Бежим!» – дико заорал Пашка, бросая бутылку, которая со звоном разбилась о камни. Паника – штука заразительная и слепая. Пашка побежал первым, прямо по тропинке, навстречу фигуре, потому что другого пути с тех мостков просто не существовало. Сзади была глубокая река с илистым дном, а по бокам – непроходимый болотный кустарник. Фигура не шелохнулась, она продолжала стоять, слегка покачиваясь из стороны в сторону, словно от невидимого ветра, и смотрела на подбегающих подростков своими пустыми, темными глазницами. Пашка пронесся мимо нее на бешеной скорости. Он даже зажмурился, ожидая удара или захвата, но ничего не произошло. Он не задел ее, даже не коснулся краем своей олимпийки. «Она не настоящая!» – донесся его истошный крик уже оттуда-то, из темноты тропинки. «Чучело какое-то, ребята, ходу!» Ленка, схлыпивая от ужаса, бросилась следом. Сережа бежал последним, чувствуя, как его ноги наливаются свинцом. Легкие горят от холодного воздуха. Когда он поравнялся с бледной фигурой, время для него словно замедлилось. Он почувствовал, как воздух вокруг существа стал невыносимо холодным и затхлым, пахнущим гнилой речной водой, илом и старой сухой травой. И в этот момент он услышал звук, очень тихий, почти неразличимый шелест,
похожий на шорох сухих листьев, гонимых ветром по асфальту. Шепот. «Сережа!» Она знала его имя. Звук этот раздался не снаружи, не в его ушах. Он прозвучал прямо у него в голове, замораживая мысли. Вскрикнув от ужаса, мальчик припустил со всех ног. Он бежал, не чуя под собой земли, не оглядываясь назад, падал на колени, обдирая джинсы о корни деревьев, поднимался и снова бежал. Летев во двор бабкиного дома, он с силой захлопнул тяжелую дверь, навалился на нее всем телом и с диким грохотом, один за другим, задвинув все 3 железных засова. Бабка Маня уже стояла в темном коридоре. Она была бледной, как смерть, а в ее дрожащей руке слабо горела восковая церковная свеча, выхватывая из темноты глубокие морщины на ее лице. «Ты видел ее?» Тихо, безжизненно произнесла она. Это был не вопрос, это было страшное утверждение, не терпящее возражений. «Кто это, баба Маня?» Сережа тяжело дышал, сползая спиной по закрытой двери на пол. Его трясло мелкой дрожью. Старуха долго молчала, лишь пламя свечи испуганно металось от ее прерывистого дыхания. Потом она медленно доковыляла до деревянной лавки у стены, тяжело села на нее и заговорила тихим монотонным голосом, глядя куда-то в покрытый трещинами пол. «Раньше, еще до войны, жила в нашей деревне девка одна. Красивая была, загляденье. Длинные русые косы до самой земли, а голос чистый, как серебряный колокольчик. Звали ее Агафья». «И что с ней случилось?» – тихо спросил Сережа, поджав колени к груди. Полюбила она парня одного из соседней деревни, Заречья. Душу в нем не чаяла, а он наматросил да бросил. Взял и посватался к другой, побогаче. Агафья тогда с горя умом тронулась. Пошла темной ночью к реке, на те самые мостки, и утопилась. «Самоубийство!» – тихо кивнул Сережа, вспоминая жуткие сказки, которые иногда крутили по телевизору. «Страшно!» «Погоди!» Бабка Маня медленно подняла на него свои тусклые, полные слез глаза. «Не в том страшное, что она утопилась, внучок, а в том, что она не осталась на дне. Через 3 дня тело ее нашли. На тех самых мостках, где вы сегодня сидели. Лежало оно там. Но только было абсолютно сухое, будто она никогда в воду-то и не падала вовсе». «Как это?» Сереже показалось, что стены дома начали медленно сжиматься вокруг него. «А вот так. Вода не приняла грешную душу. Земля на кладбище тоже не приняла. Самоубийц ведь за оградой хоронят. Да только она и там не улежала. Даже смерть ее не приняла. И с тех самых пор она ходит, каждую ночь ходит по округе. Ищет того парня своего, предателя». «Но ведь прошло столько лет», – прошептал мальчик. «Парень тот давно в сырой земле гниет. Умер еще в 43-м на фронте. А она все ходит, все ищет. Если ты ей на глаза попадешься...» Старуха перекрестилась дрожащей рукой. «Она решит в своей слепоте, что это он вернулся, тот самый, ее любимый, и пойдет за тобой, будет звать, будет каждую ночь шептать твое имя под окнами, пока не заберет с собой туда, откуда сама пришла». Сережа не спал всю эту ночь. Он лежал,
натянул одеяло до самого носа и прислушивался к каждому шороху, каждому скрипу половиц в старом доме. Ему казалось, что прямо за тонким стеклом окна, за задернутыми шторами, стоит огромная белая фигура с длинными тонкими пальцами, готовая в любой момент постучать в стекло. Но за окнами до самого утра было тихо, только ветер лениво шелестел листвой. Глава 4. Утрата тени. Утром едва первые лучи солнца разогнали ночной туман. Сережа не выдержал одиночества и вышел на крыльцо. Ему нужно было увидеть людей, убедиться, что мир остался прежним. И он увидел Пашку. Пашка сидел на деревянном заборе напротив бабкиного дома и широко, безмятежно улыбался. Но эта улыбка сразу заставила Сережу остановиться. Она была какой-то странной, слишком растянутой, неестественной, словно приклеенной к лицу или грубо нарисованной неумелым клоуном. «Паш, ты чего?» – осторожно спросил Сережа, делая шаг назад. «Нормально», – ответил Пашка, но его голос звучал совершенно по-другому, ровно, монотонно, без прежней хрипотцы и задора. Это был чужой, пустой голос, лишенный каких-либо эмоций. «Я просто рад». Сережа присмотрелся внимательнее и почувствовал, как внутри у него все похолодело. Под глазами Пашки залегли глубокие и сине-черные круги, словно он не спал несколько недель. А на его шее, прямо над воротником олимпийки, отчетливо виднелись 5 длинных, тонких воспаленных царапин. Они выглядели точь-в-точь, как следы от длинных костлявых пальцев, которые сильно сжали горло. «Ты спал сегодня вообще?» – тихо спросил Сережа. Пашка медленно, как-то механически повернул к нему голову. Его глаза были абсолютно мутными, покрытыми белесой пеленой. Они напоминали глаза уснувшей рыбы, выброшенной на берег. «Она приходит не за мной», – безжизненно произнес Пашка, не мигая, глядя на Сережу. «Она приходит за тобой». С этими словами он легко спрыгнул с забора, но приземлился он беззвучно, словно весил не больше сухого листа, и не спеша пошел в сторону темного густого леса, ни разу не обернувшись. Сережа хотел крикнуть ему вслед, откликнуть, побежать за ним, но не смог. Горло словно сдавило невидимой железной петлей, потому что в этот момент, когда Пашка шел по залитой ярким утренним солнцем дороге, Сережа заметил самую страшную деталь. У Пашки не было тени. Хотя солнце светило вовсю, заливая деревню ярким золотистым светом, под ногами уходящего Пашки была лишь серая, абсолютно чистая пыль. Больше Пашку в деревню никто не видел. Его искали всей Осиповкой, вызывали милицию из района, прочесывали болото и лес, но мальчик словно растворился в воздухе. Ленка после той ночи впала в глубокую депрессию, замкнулась в себе и наотрез отказывалась говорить о том, что произошло на реке. Родители спешно увезли ее в город, и Сережа больше никогда с ней не общался. Глава 5. Проклятие десятилетий. Бабка Маня умерла ровно через неделю после той страшной ночи. Ее сердце просто остановилось во сне. На ее лице не было гримаса боли. Она выглядела умиротворенной, словно смерть принесла ей долгожданное избавление от многолетнего страха. Но перед самой смертью, вечером, она позвала Сережу к своей кровати.
и из последних сил, сжимая его руку, прошептала только одно: «Не открывай ей, Сереженька, что бы она ни говорила, чьим бы голосом из-за двери не звала, материнным, моим, друзей твоих, не открывай, помни, за дверью не человек». Сережа похоронил бабушку на местном тихом кладбище. После похорон он запер пустой дом на все засовы, заколотил окна досками и уехал в город, к матери, дав себе слово никогда, ни при каких обстоятельствах, не возвращаться в Осиповку. Прошло 10 лет. Сережа вырос. Городская суета, учеба в институте, а затем и работа в крупной компании постепенно вытеснили из его памяти детские кошмары. Он почти забыл глухую вологодскую деревню Осиповку, забыл ту жуткую встречу у реки, забыл Пашку, который так и остался в списках пропавших без вести, чье тело так никогда и не нашли. Он убедил себя, что все это было лишь плодом его бурной детской фантазии, наложенной на страшные сказки сумасшедшей старухи. У Сережи появилась своя семья, любимая жена Катя и очаровательная дочка Алиса, которой недавно исполнилось 5 лет. Они купили в ипотеку квартиру в новой панельной многоэтажке на самой окраине города. Из окон их квартиры открывался вид на строящийся пустырь и далекую полосу пригородного леса. Обычная размеренная жизнь обычного человека. Обычные заботы о кредитах, ремонте и садике. Но иногда по ночам, когда в квартире воцарялась абсолютная тишина, Сережа просыпался от странного чувства тревоги. Необъяснимый холод заползал ему под одеяло, заставляя кожу покрываться мурашками. Ему казалось, что там, внизу, на темной улице, под окнами их дома, на 10-м этаже, кто-то стоит. Стоит прямо на грязном асфальте детской площадки и смотрит вверх. Смотрит сквозь ночную мглу, прямо на его зашторенное окно. Сережа никогда не выглядывал наружу в такие моменты. Детский страх, сидевший где-то глубоко на подкорке его мозга, намертво блокировал любые подобные порывы. Вместо этого он молча поднимался, плотнее задергивал шторы, включал телевизор на минимальную громкость, чтобы заглушить тишину, или просто уходил на кухню пить воду. Но шепот он слышал все равно, всегда. Этот тихий, вкрадчивый, шелестящий звук пробивался сквозь любые препятствия. Он звучал даже сквозь непрекращающийся гул машин на кольцевой автодороге, даже сквозь работающий на кухне телевизор, даже сквозь ласковый, заботливый голос жены Кати, которая звала его из коридора ужинать. «Сережа!» Иногда этот шепот доносился прямо из-за входной двери квартиры, иногда из вентиляционной решетки в ванной, а иногда казалось, что он раздается прямо с балкона 10-го этажа. Она здесь, она всегда рядом, она терпелива. У нее впереди целая вечность, а у Сережи лишь короткая человеческая жизнь. Она всегда возвращается. Не выходи сегодня ночью на балкон, не смотри в темное окно, даже если тебе покажется, что там мелькнула тень. Если вдруг посреди ночной тишины ты отчетливо услышишь, как тихий, шелестящий голос зовет тебя по имени, закрой уши и молчи, не отвечай. Она ждет. Друзья, если вам нравится контент, ставьте лайки, подписывайтесь.
Ваша поддержка очень помогает каналу в продвижении.